Всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Друзья, вы часто спрашиваете, можно ли приготовить тот или иной рецепт в мультиварке. Но, признаться честно, раньше я никогда в ней не готовила, поскольку на моей кухне до сегодняшнего дня не было такого прибора. Компания Redmond, известный производитель современной бытовой техники, предоставила для обзора умную мультиварку SkyCooker M903S. И сегодня мы приготовим в ней вкусный рассыпчатый плов со свининой. Но для начала давайте посмотрим на ее комплектацию, характеристики и узнаем, в чем отличительная особенность данной модели от обычных мультиварок. Прибор довольно компактный, но при этом вмещает в себя чашу объемом 5 литров с антипригарным керамическим покрытием и двумя ненагревающимися ручками. На дне рабочей камеры расположен нагревательный диск и термодатчик. В комплектацию входят шнур электропитания, плоская ложка и черпак, мерный стакан и контейнер для приготовления блюд на пару, сервисная книжка, руководство по эксплуатации и книга на 120 рецептов в разных категориях с точными пропорциями, подробным описанием приготовления и красочными фотографиями готовых блюд. Сверху на крышке расположен клапан для выхода пара. Он съемный, можно разобрать и помыть. А с внутренней стороны находится дополнительная съемная крышка, которая плотно прилегает к чаше благодаря резиновому уплотнителю. По центру расположено отверстие для выхода пара. Крышка легко снимается, моется и устанавливается обратно. На тыльной стороне расположен контейнер для сбора конденсата, сбоку гнездо для подключения шнура электропитания, а внизу 4 ножки, 2 из которых прорезиненные. А теперь давайте включим мультиварку и посмотрим на панель управления. Дисплей яркий и понятный, все надписи на русском языке, кнопки сенсорные и отзывчивые. Имеются 17 предустановленных программ, функция отложенного старта от 10 минут до 24 часов и возможность изменения температуры и времени приготовления как в заданных программах, так и в ручном режиме. Также есть программа «Мультиповар», предназначенная для приготовления блюд любой сложности, в том числе по технологии sous-vide. В этом режиме вы можете самостоятельно задавать необходимую температуру в интервале от 35 до 170 градусов с шагом изменения в 1 градус и время приготовления от 5 минут до 12 часов. И, наконец, самая главная особенность этой мультиварки – возможность дистанционного управления со смартфона или планшета. Для этого скачиваем программу Ready for Sky, открываем ее, буквально в пару кликов добавляем наше устройство и переходим к управлению. Приложение простое и понятное. Нажав на кнопку «Быстрый старт», мы видим 4 наиболее часто используемых программы, которые при необходимости можно поменять. При выборе программы появляется меню запуска с предустановленными параметрами приготовления. Нажимаем кнопку «Старт», и программа моментально запускается. Отменим эту программу и выберем другую. Например, «Жарко». Параметры температуры и времени можно отредактировать как до запуска программы, так и в процессе приготовления, воспользовавшись функцией MasterChef Lite. Изменение любых параметров в приложении на мобильном устройстве моментально отображается на дисплее мультиварки. А сейчас давайте попробуем заменить одну из избранных программ на любую другую. Для этого в меню «Быстрый старт» нажимаем кнопку «Редактировать», выбираем, например, молочную кашу, меняем на пиццу и сохраняем настройки. Вот так легко и просто можно заменить избранные программы. В приложении также есть встроенная книга рецептов, которой очень легко пользоваться. Выбираем категорию и блюдо, которое собираемся готовить. На странице рецепта описан пошаговый процесс приготовления, указаны необходимые ингредиенты и есть отдельная вкладка для заметок. Нажимаем кнопку «Старт», и необходимые параметры температуры и времени задаются автоматически. При необходимости их можно откорректировать, а также установить отложенный старт, выбрав время, к которому блюдо будет готово. Функция «Подогрев» включена по умолчанию и предназначена для поддержания готовых блюд в горячем виде до 12 часов. Если подогрев не требуется, его можно отключить. В приложении также доступны все программы приготовления, которые можно запустить как со смартфона, так и выбрав любую из них на панели управления самой мультиварки. Я приготовлю плов с помощью приложения. Для начала подготовим все продукты. Репчатый лук нарезаем крупными кусочками, кубиками или, как у меня, на четверть кольца. Морковь режем довольно крупной соломкой, чтобы она хорошо ощущалась в готовом блюде. Мясо нарезаем небольшими кубиками размером 3 на 3 см. Баранину в моей семье не любят, поэтому я буду готовить со свининой.
Остается подготовить рис. Для рассыпчатого плова лучше использовать длиннозерный рис. Идеально, если он будет пропаренный или специально для плова. Круглозерный не рекомендую использовать. В нем больше крахмала и, скорее всего, у вас получится не плов, а рисовая каша с мясом. Промываем рис несколько раз под проточной водой и даем стечь лишней воде. Заливать плов можно как горячей водой, так и бульоном. Все продукты подготовлены, приступаем к приготовлению. В мультиварке есть предустановленная программа «Плов», но мне захотелось предварительно обжарить мясо с овощами. Выбираем программу «Жарко» и для начала установим 30 минут при максимальной температуре. Наливаем в чашу достаточное количество масла, так чтобы дно было полностью покрыто. Даем ему разогреться и выкладываем нарезанное мясо. Не закрывая крышку, периодически помешивая, готовим мясо до момента, пока оно побелеет. Затем отправляем в чашу нарезанный лук, морковь, хорошо перемешиваем. Закрываем крышку и тушим до момента, пока морковь станет мягкой. На таймере остается 5 минут до конца заданного времени. Давайте откроем крышку и посмотрим. Видно, что мясо пока не готово и овощи полусырые. Поэтому еще раз все перемешаем и воспользуемся функцией Мастер-Шеф Лайт. Не прерывая процесс приготовления, добавим время. Температуру при этом менять не будем. В общей сложности мясо готовится 40 минут, и оно уже практически готово. Овощи стали мягкие, высыпаем в чашу соль и специи. Можно взять готовую смесь специй для плова или использовать по отдельности, такие как зира, шафран, сушеный барбарис и смесь перцев. Все хорошо перемешиваем, еще минутку прогреваем, чтобы специи полнее раскрыли свой вкус и аромат, и выключаем текущую программу. Сверху на мясо выкладываем промытый рис. Распределяем его ровным слоем, но ни в коем случае не перемешиваем. Сверху на рис выливаем горячую воду или бульон. Раскладываем зубки чеснока и закрываем крышку мультиварки. Выбираем программу крупы, добавим еще 5 минут и нажимаем старт. Подогрев отключать не будем. Прошло 40 минут, процесс приготовления завершен и автоматически включился режим автоподогрева. Отключаем мультиварку, открываем крышку и видим, что наш плов полностью готов. В общей сложности процесс приготовления занял 1 час 20 минут. Убираем дольки чеснока, перемешиваем и можно всех звать к столу. Плов получился очень ароматный и вкусный. Мясо мягкое, рис рассыпчатый, морковь осталась целыми кусочками. И скажу смело, что плов удался. Напомню, что я впервые готовила в мультиварке и прошу строго не судить, хотя процесс приготовления мне очень понравился. Особенно возможность управления устройством через мобильное приложение. Отмечу, что мультиварка прекрасно справилась со своей задачей. И для тех, кто хочет получить более подробную информацию об этой технике, в описании под видео я оставлю ссылочку на официальный интернет-магазин Redmond. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно было вам полезным, ставьте пальчик вверх и оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.